ЗИЛ-130Г. Грузовичок из детства. Сегодня покажу, как собрать и покрасить эту модель. Набор достаточно простой. Модель выходного дня, можно сказать. Деталей немного, и в основном они сделаны из пластика. Модель кабины отлита из металла. Покрышки резиновые. Есть переводные декали и также элементы из прозрачного пластика. Инструкция достаточно подробная, понятная, все шаги расписаны и, в принципе, справится даже новичок. Сборка начинается с отделения деталей. Так как их здесь немного, то я отделяю большую часть сразу. Для этого можно использовать любые бокорезы. После того, как детали отделены, необходимо их обработать. Я использую пилки, надфили, наждачную бумагу, шлифовальные губки. В общем-то, все, что здесь может помочь с обработкой. Процесс обработки очень важен, так как если оставить какие-то ненужные следы, после покраски они будут видны еще сильнее. Поэтому данному этапу я рекомендую уделить достаточно внимания. От него будет зависеть конечный результат. В итоге получается вот такая кучка обработанных деталей, и можно переходить к сборке. Первым этапом я соберу детали кабины. Для склеивания пластиковых деталей я использую модельный клей для пластика. Стыкуемость деталей хорошая. Все элементы хорошо встают на свои места. После того, как я собрал кабину, я решил напечатать фигурку водителя на своем 3D принтере. Обзор на этот принтер вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. В этот раз я решил добавить фигурку водителя, так как у меня есть 3D принтер. Найдя подходящую модель, я ее распечатал. Естественно, ей тоже нужна обработка, и после обработки фигурку можно поставить на место и сделать примерку. Несмотря на то, что я размеры подбирал на глаз, водитель отлично подошел на свое место. Далее решил покрасить водителя самым, наверное, доступным способом. Можно разделить условно на 3 этапа. Это нанесение базовых цветов. Здесь я использую акриловые краски от Pacific и Vallejo. Затем имитация теней с помощью проливки от фирмы Citadel и высветление. Также разделяется на пару этапов. Это первый — использую технику сухой кисти, наношу глобальное высветление, а затем точно наношу высветление уже тонкой кистью. Если твердость руки позволяет, можно также еще дополнительно пройтись по всем линиям темной либо черной краской для создания дополнительного контраста. И, конечно же, прорисовать глаза, чтобы еще больше оживить фигурку. После завершения покраски фигурки я перешел к сборке ходовой. Так как деталей немного и все они без проблем встают на свои места, то собирается это очень быстро. Часть элементов здесь не приклеивается, а фиксируется с помощью винтов. Это особенность наборов от АВД. В этих наборах часто используются винтовые соединения для фиксации кузовов и кабин, как правило. Далее я подсобрал сам кузов. Тут вообще все элементарно. И также, как я уже сказал ранее, он фиксируется винтами к раме. Сделал примерку покрышек, но впоследствии я буду разбирать и красить это по отдельности. Также перед окраской я примерил кабину на свое место и приклеил частично мелкие детали, которые не будут мешать окраске. Детали из пластика я приклеиваю к металлической кабине с помощью суперклея. Клеить буду не все элементы, так как некоторые будут мешать покраске. И первый этап покраски — это грунтовка. Она позволяет выявить дефекты, допущенные при сборке модели, но также упрощает потом нанесение краски. Под светлые тона, как в моем случае синий, я люблю использовать белую грунтовку, так ее будет проще потом перекрыть основным цветом. Ну а покраску я сегодня буду производить с помощью моего нового комплекта аккумуляторного компрессора и аэрографа. Комплектация у этого набора достаточно богатая. Помимо самого компрессора и аэрографа с распылительным комплектом 0,3 мм, в него входит шланг, быстросъемная муфта, также 2 комплекта с иглами и соплом 0,2 мм и 0,5 мм, ключ, пипетка, фильтр, также ёршики для чистки и игла. Компрессор аккумуляторный,
работать может как от встроенной батареи, так и от розетки. Сегодняшнюю покраску я проводил специально, работая от батареи, и забегая вперед, скажу, что мне полностью хватило на все этапы, в том числе и чистку аэрографа, и покрытием лаком. И заряд еще и остался. И помимо этого он может работать в 3 режимах. Это высокая, средняя и низкая подача давления. Аэрограф достаточно простенький, со своими задачами он справляется. Как мне кажется, хороший вариант для первого знакомства. Бачок у аэрографа съемный, есть возможность ограничивать ход иглы. Ссылочку на данный комплект вы найдете в описании видео. Впечатление у меня он оставил положительное. Позже, как у меня появится время, я сделаю отдельный обзор на данный набор. Ну а пока возвращаемся к покраске. Кабина и кузов были окрашены в голубой цвет, а рама, глушитель черный. Этим же цветом я покрасил резиновые уплотнители стекол, предварительно замаскировав их, и пороги кабины. Далее с помощью кисточки и краски серебро я выкрасил все мелкие элементы. С окраской салона я сильно не заморачивался, так как все равно по большей части этого всего будет не видно. Перед нанесением декалей и смывки я покрываю модель глянцевым лаком Atami, чтобы защитить предыдущие слои. После того, как лак высох, можно нанести декали. Вначале декали наносил внутрь кабины. Декали перед нанесением на модель размачиваются в воде. Начал я с кабины, затем я нанес знак ограничения скорости на кузов, а номера я нанес на пластик от доширака, предварительно выкрасив его в черный цвет. Сделал это так, как в наборе не шли плашки под номера, а декали вешать на воздух нереально. Способ достаточно простой, пользуюсь им не впервые, этот результат меня более чем устраивает. Теперь можно перейти к нанесению смывки. Сегодня я буду использовать черную смывку от Tamiya. Смывка отлично растекается по глянцевой поверхности и позволяет выделить все углубления, тени, дополнительно прибавив объема модели. После нанесения смывки я обычно оставляю модель примерно на полчаса. А затем перехожу к убиранию излишек. Излишки убираю с помощью специальных палочек и White Spirit. Данные палочки можно найти у меня в подборке товаров из Китая на сайте. Далее с помощью цветных лаков от фирмы Tamiya окрашиваю поворотники и стоп-сигналы в оранжевый и красный цвета соответственно. На финальном этапе окраски наношу матовый лак от фирмы Mr. Hobby на всю модель. Матовый лак опять же защитит модель и уберет излишний блеск. С помощью маркеров Molotov Chrome выкрашиваю отражатели фар. Это, наверное, самый простой способ. Для зеркал использую наклейки, которые шли в комплекте с моделью. Все прозрачные детали приклеиваю специальным клеем для прозрачных деталей. Там, где более деликатное приклеивание требуется, использую глянцевый лак. Еще дополнительно решил пройтись техникой сухой кисти по раме грузовичка, опять же для того, чтобы прибавить дополнительный объем. Это простой и самый доступный, наверное, способ. Покрышки колес в качестве эксперимента в этот раз я решил не красить. Ну а далее продолжаю с установкой всех элементов на свои места. И финальные штрихи. Устанавливаю номерные знаки и дворники. Получился вот такой грузовичок, вызывающий ностальгические воспоминания из детства. А с чем он ассоциируется у вас? Не забывайте про свои хобби,
И помните, моделизм должен приносить удовольствие.